Мы в гостях у Лософта в славном городе Казани, не путать с городом Канзасом. Здесь очень много БКшек. БКшка — это компьютер БК0010 или БК0011М. Еще одна БКшка, еще один Лософт. Еще один Адам. Также тут есть всякие аксессуары типа контроллеров, жестких дисков, джойстиков. Есть совершенно классная вещь, которая входит в комплект с БКшкой. Похоже. Никто не знает, зачем этот блок нужен, а мы уже узнали и расскажем вам, наверное, в этом году где-нибудь. Замечательный, кстати, старый блок питания у БКшки. Раритет. Этот раритет будет портить нам весь звук на записи, потому что он свистит и пищит. В общем, мы приступаем, начинаем рассказ про то, что БКшка может, что могли программисты в 1986 году и что эти программисты могут в 2017 году. Поехали вперед! 88. Да. Мы в нее в школе играли еще, прям на уроках. Причем это уроки информатики были. Типа. Ну, разумеется. Не уроки бильярда игры. Что, нормально игра, зря вложить. Сейчас босс будет скоро. Почти Death Rally. Это классический бармен, он на всех платформах есть, но здесь он выглядит особенно ужасно. Это привет Илону Маску из бородатого, не знаю, 88-го тоже года. Тоже 88-го. Это шляпа, иди сюда. Меня больше всего радует вот эта надпись «ЛАД» в углу. Если нажать сейчас «РусЛАД», будет меняться язык? Нажми там. Будет. А вообще там нужно прилететь на какую-то, куда-то и сесть потом. И сесть — это вообще отдельная история. Там достаточно тяжело сесть, там нужно управлять тягой. Если слишком быстро садишься, ты там разбиваешься. И непонятно, какое управление, что нужно делать, кто я, где я. У нее на самом деле управление клавиш там 10. 88-й год, это мы тоже играли в школе. 89-й, да? На БКшке были отличные игры, они просто появились позже, много лет спустя. Но первые были вот такие тормознутые, где все дергалось, большая графика. Большие спрайты выводить не умели еще. И музыка была вся под спикер, и она была стрёмная. В общем, первая демка для БК. 91 год. А там ассембли всякие, они в каких годах начались, не помнишь? 92-й, по-моему. The Party была в 91-м уже. Вот это же самое время, когда начало PC-шной демосцены. Ну, то есть она параллельно на БКшке тоже, чуваки. Некто Горбунов, Болховитянов и Лепедевский. 3 чувака, решили, что, на БКшке надо сделать демку. И это была она первая такая. Эта демка всех поражала просто, я помню, особенно паттернами, вот этими цветными шрифтами, 3D. Нам казалось тогда, это вообще первая демка, поэтому казалось, ничего лучше просто быть не может, и на БКшке нельзя сделать. Это уже было гораздо круче, чем все игры, которые в то время выходили. 91 год. Кстати, он быстрый поиск, 2500 файлов уже обработал. У меня, по-моему, на ноуте там дольше. На винде медленнее, хочешь сказать. Интерфейс, который сейчас на БКшке, это МКДОС, который появилась когда там в 90-х годах, то есть во времена БК-демо ничего такого не было, ни поиска, ни хард-дисков. Интересно, я Лософту рассказывал, а тебе еще нет. Видишь дискетка? Здесь есть пауза, да? Вот, видишь? Я пришел в Alt Pro, а Вадим Новак как раз заканчивал софт для этого контроллера и говорит: ты художник, нарисуй мне дискетку. Я говорю: ладно, не вопрос, какого размера. Говорит: маленькую, но память у меня там несколько байт всего осталось. Я пытался нарисовать, она вообще не влезала в память. И в итоге она программно генерится. То есть я написал код коротенький, который генерирует эту дискетку программно. Заполняет, вот этими белым, рисует дырочку. Ну, у тебя получается сколько это вот? Несколько байт вручную ставится, а остальное программа. 3 байта, что ли, она, да? Вот. И она получилась на несколько байт короче, чем если ее спрайтом рисовать. Плюс еще ведь процедура вывода спрайта еще нужна, да? И вот так. А адрес он тебе сказал, куда рисовать просто, да? Ну, я перемещаемую процедуру ему принес, он ее просто вставил, использовал. То есть в любой, смотри, да? Да. Она так-то, Типа плохо выровнено, что ли? Но это уже не я, это я не виноват.
правильно заметил. Графика ниоткуда не украдена, все нарисовано самими. Для 91-го года это было действительно Это круто. Эту демку в оригинале написал РДЦ Денис Сотченко на 11-й БКшке, а потом Арсений Винников, AS, принес ее на 10-ку. Причем у 10-ки AY не было, но он допаивал таймер 50 Гц специально под эти цели. И 10-ка превращалась в 11-ю, за исключением того, что памяти у нее не было. Не было 2 страниц видеопамяти, все делалось в одной странице, и он все эти демки переделывал прямо под 10-ку. Фишка в том, что вот благодаря Арсению куча народу в Москве приобщилась к 11-м демкам, имея просто 10-ки. И я, например, долго не покупал 11-ю БКшку, потому что мне 10-ки хватало с таймером. Таймер, все это было? Да. Я твой робот. В 93-м году Денис Сотченко из Москвы, РДЦ, написал программу Amiga, которая играла на Коваксе. Он спаял Ковакс из резисторов. И через 2 года после БК-демо, получается, уже была музыка, которая не на спикере играла, хотя она на спикере тоже играла, да, это Amiga, но уже на Коваксе и на... То есть уже к тому времени ушко уже было. Короче говоря, я был в гостях у РДЦ, увидел эту тему, я офигел. Это как раз первый раз я увидел Ковакс на... Ты разобрал и решил сказать. Нет, я говорю, а как ты это делаешь? Он мне стал объяснять, все показал. Я говорю, ну надо же редактор сделать. Он говорит, ну сделай. Зачем, да? Да, че я? Говорю, я уже все свое сделал, но он самый крутой. Он сделал первые 2 программы под Ковакс. Еще 3 есть еще одна, 3 он сделал. В 95-м году все стали писать уже музоны на редакторе под Ковакс. И на Бакамане 96-й был уже музыкальный конкурс с клевыми очень музонами. Там со всех городов приехали люди, привезли или прислали. И там пошли первые 4-килобайтные демки, которые мы вам сейчас покажем. Настоящая 4-килобайтная демосцена на БКшке началась в 96-м году. Ну чего, расскажи, Лософт, как это сделано? Да без понятия. Реально, 2-е место, оно должно быть первым. Да. Потому что это опять же этот самый Ну это да. Это... гадкий RDC. Причем, как Александр сказал, это, по его мнению, вообще лучшая работа, которая показывает вообще, что такое демосцена, то есть иллюзия обмана. То есть это вроде бы невозможно, но за счет хитростей, вот. Я не знаю, это рассказать, нет, это аппаратный скроллинг вверх. Вверх-вниз понятно, а вот сейчас будет влево-вправо. Там не каждый поймет. Тут надо сказать, что просто у БКшки нету горизонтального скроллинга. На самом деле это тоже вертикальный скролл, просто с большим шагом. А картинка, соответственно, геометрически правильная. Тогда, в принципе, когда люди смотрели эту работу, люди даже не понимали, что, например, вот вы на этой картинке, то есть просто какое-то, что-то непонятно было. А чтобы понять, что это с горизонтальным скроллом, нужно присмотреться и увидеть 2 сплайна здесь. Их сейчас будет 3. Вот это видно. И вот теперь, когда ты видишь, ты понимаешь, что тут 3 вид-плана, это на БКшке сделать невозможно. Но потом ты понимаешь, как это можно сделать с помощью вертикального скролла. Но там никто не понял, и я аж помню, это 96-й год, как все ахнули, когда экран поехал слева направо или справа налево, все такие, что, как такое может быть? Ну да, причем 50 FPS все как положено, то есть скорость там. Это люди просекли только потом уже. Ну, разобрали. Ну да. Вот это тоже прикольно вообще. Тут можно понять, что как это примерно работает. Нет, это вообще мне нравится. Тут надписи даже, наверное, тут вообще лишние, да? Ну нет, она специально показывает, фокус, она как бы тебя обманывает тоже. Что чтобы ты не понял, что это скроллингом вертикальным сделано. Не все на самом деле знают, что
Александр Мачуговский не спектрумист бывший, а он как раз БКшник. Да, то есть самый что ни на есть. организатор БКмании 96, 97. Которая, в принципе, нам дала такой хороший заряд тогда, много-много лет назад. И, Я в принципе, думаю, если бы не она, мы, возможно, давно бы уже там. Это моя работа, 3-е место. 20 лет назад, да? Поделись исходниками. Они меня все время до сих пор подкалывают про исходники, потому что они пишут все в этих в турбоассемблере, а я писал прям в отладчике, в кодах и в... То есть исходников нету, экзешки это есть. Заметь, смотри, цвета. Другая другие. палитра, да. То есть на БК 0010 там в других цветах она идет. А мы вначале там говорили, чем десятка отличается от 11-й. У 11-й есть 4 цвета на выбор, ну, практически любые, много сочетаний, несколько Практически палитр. любые ты, конечно, сильно загнул. По сравнению с десяткой, практически любые. потому Практически все остальные 4. Самый первый вот. Это нулевая, красный, десяточная палитра. зеленый, синий, да? Первые палитры, их всего вот 16 штук. Черный всегда черный, например. Только меняется, например, вот, ну, красный иногда бывает белым, желтым. Ну, для нас загадка, на самом деле, по какому нету алгоритму зеленого, например. составлялся вообще палитра. Ну, надо зрителям объяснить, что музыки никакой в 4 килобайта Ну, не а было. куда да. там? 16 бит, это, ну, Да, у нас же 16-битная машина, не 8-битная, поэтому у нас в 2 раза меньше места на команды, чем Чем у у Спектрума 8-битной программы. или у еще кого-нибудь там. у любой 8 Вот это, кстати, клево, да, вот этот эффект, типа... Это, ну, Андромеда, что ли? Да, 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 да. Амижная. Да, как она что-то там... Это нигде с лампой? На там 7 еще? там чего-то цвет. Нет. Нет. А, Nexus 7. Nexus 7, точно. Miracle? Miracle первый. Miracle, вот именно. Да, Мир. Она поэтому Miracle и называется, что я Мир написал. Аморф. Не знаю. Но это классно. Ты палитру ты поставил? Ты поставь палитру. Так вроде правильно. родная палитра как раз, нет? Нет, ну это он должен был сам переключить. Как это он? Морф Она тоже же- он сделал. Он не под 11 же, он там ничего не будет. На десятке, если переключишь палитру, она будет. Так она все в одном цвете, по-моему. Нет, нет, там вот такие. Огонь же тут есть. Я ж не помню. На Бакамане, это 97-й год, да, уже? 97-й. Мы делали такую фишку. Мы к каждой демке подобрали музон трекерный, амижный или PC-шный, там 4-8 канальный. В основном Purple Motion, там неправильно Scaun, всякие. сделали так. Нет, но мы договорились с ребятами, что вот мы будем под музыку показывать. Все согласились. Ну, авторы. Ну, все, кого мы смогли опросить. Там из Самары ребята. Значит, Да, другие, ну, кстати, круто, очень круто, да. И это все шло под музыку. Вот, по-моему, под Miracle был трек, который так и назывался Miracle Man у Purple Motion. Вот. Но мы хорошие музоны подобрали, примерно одинакового качества подо все, потому что ну так веселее было. Может, это неправильно. Слушай, а мы же были тоже, я вот что-то не помню. Вы были. Я вот музыку тоже Курить ходили. Ну вы даже музыку не помните, что там музыка была, Нет. да? Ну вот, как бы Я и вам интро пофигу, а другим Интро приятно. я помню, а вот то, что... Ну вот. В России была только одна пати, ну две пати, которая была посвящена чисто российским компьютерам. Это была Бакамани 96, Бакамани 97. Все. Ну да. Больше не было. Не было Микроши 2015, не было там какого-нибудь УКНЦ Vector там 06, 3015. Ничего не было, да. Были, ну, Спектрум, и это все понятно. У них там тусовочка хорошая, очень. Мы им завидуем по-хорошему, по-доброму. Но вот Бакамания была 96-97, и это был... Когда была 97-я Бакамания, я думал, что это был пик. Потом было кафе, где Рэй, вот и была 90 какой-то там год. Я думал, что все, БКшка, больше ничего. Все, БКшка умерла, это самый пик и все. Она вот писнула, это самое максимальное, что она может. Потом, как бы мы через 15 лет сделали это. Мы думали, что вот все. В прошлом году мы думали, вот все. В этом году мы думали, вот все. Но, тем не менее, как бы благодаря людям, которые теперь мы присоединились, говорим, мы думаем, что еще не нифига, всё. еще года на 3 вперед, там все. Но хрен знает, что будет через 3 года. Зимний дихарь проходит там в начале До начала января. 2017 года.
начали делать демо где-то 25 декабря, за неделю до пати. И нам писал трек Нико, Олег, всем известный на сегодняшний день музыкант, такой чуть тюрный. Ну и просили Олег. Нико, привет. Да, привет. Пришли нам трек, который ты нигде не заюзал. Вначале нам трек вообще не понравился. Как ты? Но Да. он выбивался как-то. немножко. У нас потому что идея была такая, сделать такое что-то Серьезное совковое, что-то такое прям совковое. Ну, не знаю почему, но была такая идея. Вот, кстати. А трек такой, вот, да, кстати, видишь, по бокам полосочки, они сделаны для отвлечения внимания. Ага. Как будто там накладывается маска, тень, там все дела. И как минимум 2 людей мы Обвели вокруг пальца. обманули, да. Кстати, это И- солнышки, а потом их печеньки. Потом нам назвали. одна девушка сказала, что это не солнышко, это печеньки. И в принципе, да, теперь мы понимаем, что это печеньки. У них тут есть да, кнопка, которая паузит процессор. Да, Я и ее вот- держу, и мы говорим пока, да. И как бы эти 2 человека, одного мы из них изначально понимали, что он прокусит все это, как это сделано. Напомню, что в БКшке нет горизонтального скролла. Ну и диагонально. И диагонального тем более. Да? Вот. И благодаря вот этим фиолетовым полоскам по бокам с тенями нам удалось обмануть. И он нам Причем это чисто психический, психологический Это- эффект, потому что непонятно. Но на самом деле мы до этого скроллер же был. На самом деле это по мотиву. Мы его немножко адаптировали. Вот, Да. я вот могу вот так показать. Вот. Вот то, что вы видите печеньки, они вот двигаются вот так вот. Вот их шаги прям. Да. Покажи шаги. Прикольно. Единственное, Слушайте, это же такой, как бы, грааль, как бы, или как это сказать? Да, тут 2 демки записаны наши. Да, Это секретная Да, информация? и, конечно. Нет, вот это же секретно. Вот. Вот эту картинку рисовал человек, который впервые, в жизни, наверное, рисовал под такую платформу. Он как бы художник, он умеет рисовать, знает, как это. Но когда ему сказали, что там всего лишь 4 цвета, он нарисовал нам в 4 цвета. Мы ему говорим, как бы 4 цвета, это учитывая черный. Ему пришлось выкинуть белый. Да, И он нарисовал. А потом мы ему объяснили, что можно немножко их Смешивать комбинировать. цвета, да. Есть красный, синий. Он сделал рефлексы. Да, он это не умел, то есть был И он черный, научился, как бы, и я уверен, что этому пригодилось и пригождается до сих пор в И его еще творчестве. стоп, да, я сам сразу не видел, но здесь смотрите, здесь Люси, видишь, свинью зовут Люси, у нее целая история есть. Ну это как бы конвейер. Вот, да. видишь, 100%. Ну, А вот видишь 98. так. То есть там Значит, не готово. следующая Люси есть. Значит, не готово. Не Конвейер. накачано, короче, не доделано. То есть это по сути конвейер. А там видно уже, Да, что лапка, что которая следующее. ее колбасит, из нее делают колбасу. Наверное, Ну, правда. Электроболт. Ну я так, как бы. О, класс. Ну, всем привет, и как обычно. Ну, кому влезло, кому забыли, так передаем. Вот здесь интересно, но на паузу его ставить не надо, потому что БК может зависнуть. Я тут сразу вам скажу, что на БКшке 4 цвета только можно показывать одновременно на экране, а здесь гораздо больше. Здесь, по сути, Здесь, ну, слушай, Здесь как раз 14. И розовый, Да. и сиреневый, как бы выглядит Да. прям очень круто. А То есть, в принципе, на БК это невозможно. А графику кто рисовал вот эту? Дамир рисовал. Ты рисовал, да? Ну круто, стильно, силуэты прям. Но мы вместе с Саньком все это продумывали, делали, да. Да, ну вот по сути эту работу мы делали вчетвером. Вовка у нас, вот BBM, да, он свинью рисовал, вот этот, очень красиво на самом деле получилось. И мы его попросили сделать анимацию. Он вот для этого или 8, или 16 кадров сделал, у меня есть PNG-шки, все. И у нас планировалась это даже не конечная часть, а где-то в середине, что-то там захватывается, вот конвейер. Продолжим там. сельхоз Да. идею, короче, вот тут сельхоз. Там Колхоз, прикольно, вот это, я не знаю, я его арбузом называю, но это... арбуз есть. Есть, да. Бахча, вон, Да. он по бахче едет. Я не специалист в сельскохозяйственной, да? Ну вот, там красиво так переливается, и вот он, как бы собирает эти арбузы. То есть То- все анимировано. Да, как тележка едет. Может быть, когда-нибудь финальную сделаем. Никто никогда не делает финальные релизы.
этой демке мы решили поставить для себя такую идею. Если предыдущая, которая была, мы поймали, оседлали такой эффект, как вертикально ловить луч и на одном экране показывать вертикальные полоски с кучей разных цветов. А в этой демке мы подумали, и решили, пора бы к вертикалкам подойти. И напомню, у БКшки 4 цвета одновременно. Вот в этом эффекте, по-моему, или 6, или 8 цветов на экране одновременно. И причем все это с анимацией. Причем как будто у него несколько этих кадров снужинки. С музыкой. До конца мы не слишком много времени. Потом мы здесь маску сделали. Но это вот честное 3D, да, как бы? Не 3D, но честный. Это туннель, честный туннель. Честный туннель, честный эффект. 3D. Считается, это не анимация, она просчитывается. Вот эта косичка, когда она крутится, в ней опять же там не 4 цвета используются, а в районе 8. Я сейчас точно не помню, в районе 8. И вот сейчас она отображена на весь экран. Да, и одной палитрой она. Одной палитрой, да. То есть там здесь сейчас 4 цвета всего. 4 цвета. Черный и 3 цвета. Сейчас я паузу отпущу. И будет она не на весь экран. Она будет вырезаться хитрым образом. И там будет гораздо больше 4 цветов. Да, то есть вот здесь вот красные цвета. Здесь другие, и вот в середине то, что мы видели. Здесь тоже цветов на самом деле больше 4, здесь 8 цветов, насколько я помню. Все это делается благодаря переключению экрана, палитр. И причем достаточно четко сделано переключение палитр, потому что ничего не ездит. Вы видите, там по краям ничего никуда не уезжает. Плюс к этому отрисовываются эти приветы всякие. Одна из фишек то, что здесь одни в одну сторону едут, другие в другую. То есть эффект полностью 50 кадров в секунду. Это 50 FPS, да? Демы мы на БК уже давно не пишем. Не потому, что там не можем, но это неудобно, на сегодняшний день. То есть, мы придумали такую небольшую систему. На самом деле она чисто для себя, не для распространения, чтобы убыстрить, что ли, процесс. У нас, например, ассемблер, исходник, да, то есть все по-честному пишется на ассемблере. Например, там последний демо, сколько тут? 4000 строк. Запускаем. Вот у нас есть кнопка Boot. Она стартует эмулятор. То есть здесь что удобно. Здесь сразу есть дамп памяти. Именно как в BK1CM все это выглядит. То есть здесь вот идут загрузки. Вот здесь 2 экрана. Вот видно то, что на одном снежинка, да, такая. Вот, например. Здесь вот что интересно, я пока включил, это расход музыки идет, да, то есть он у нас страница, сюда он будет догружать попозже. Здесь кстати, обсчитывается для чанковой, вот этой штуки. Видно по-честному, да, что тут не анимация. То есть здесь на последних идет буферы вращаются, да, то есть какие-то таблички там используются. Вот сейчас Иван появится, будет другая табличка просчитываться. Здесь интересно посмотреть. Вот здесь, кстати, музыка у нас уже кончается, используется 3 страницы. Вот первая, кстати, догрузилась уже. Поехала, да, то есть у нас сейчас проблема, когда кончится эта страница, нам нужно идти догрузить музыку. Вот здесь, например, простой тестовый код, да, это, например, подключается страница BK1CM с экраном, да, P5.
Ну вот здесь обычная, ну, как бы вот эта программка зачистки, да, то есть зеленый цвет, вот в R2 чем заливать. Зачистки экрана ты имеешь в виду? Ну, заливки. Нажимаем для теста, смотрим, да. Используется здесь PDP-1 с ASM компилятор Алексея Морозова, да, вот сейчас мы. Вот. Здесь формируется образ для эмулятора и также формируется образ жесткого диска для БК. То есть мы заливаем на компакт-флеш. Если мы сейчас вставим ее, будет синий цвет. Можно жесткий диск, можно компакт-флеш. То есть в режиме старого HDD работает, IDE интерфейс. Вот. То, что когда нам надо вот эти все лучевые эффекты, мы записываем, вставляем, смотрим, проверяем. Музыка привязана к кадровому прерыванию. Вот здесь показывается, ну, на каком тике идет обновление. То есть, ну, для синхронизации вот эти вещи мы используем. В демке зеленый цвет превращается в желтый, благодаря использованию палитры специальной. На концовку примерно должна была такая картинка быть. Цимис опять в ней в чем? То, что здесь 14 цветов, и используется, ну, хитрость такая, что в определенный момент где-то здесь переключается палитра, ну, вот потом здесь переключается обратно, каждую строку. Здесь, то есть, одна палитра используется, здесь другая, здесь третья, здесь четвертая. Показывается там дофига цветов. Не 4, не 3 плюс черный, как подразумевалось на заводе Exciton дофига лет назад, а там 12-14, по-моему, цветов. Многие пишут, спрашивают про формат графический и так далее. Вот есть идея сделать новый графический формат, который на самом деле поддерживает БКшка 20-летней давности, да? То есть где можно одновременно на экране много цветов отображать, и люди готовы рисовать, ну, работы. То есть ввести на пати, вот, например, там дехальт, мультиматограф. Из БКшки выходит с карт, приходит в волшебную коробочку, которая преобразует сигнал с карты в HDMI. Дальше HDMI идет в волшебную вторую коробочку. Она, собственно, записывает, ну, чистоган видео. Пишет, причем в 50 FPS, как положено. Немножко, правда, неправильной пропорции. Но, тем не менее, она пишет на SD-карту. Потом мы с этой SD-карты берем видео, убираем черный бордер и, наконец-то, на более-менее нормальное видео. Но, тем не менее, они как бы не могут один к одному показывать эффект, если смотреть с реальной БКшки, естественно. Но очень на близко, самом деле очень результатом мы довольны, но и пока на текущий момент лучше, как бы, мы ничего не видели. Ну, спустя офигелиард лет, ну, приобретя много всяких разных новых инструментов, понятно, что из БКшки в те времена не вытянуто даже там 70%. И, в принципе, пока мы хотя бы 95% не сделаем, не вытащим из нее, идей много, и очень, вот блокнотик есть наш волшебный. В нем на 2-3 демки точно есть идей, которые вполне реально реализовать. пока делали однажды, нам еще на самом деле куча эффектов пришло. Порох в пороховницах только прибывает, на самом деле. И я думаю, что как минимум 2, может быть даже 3 работы, но если будет 3, она будет прям такая жирная точка. Как сделаем работу, будем искать ближайшую пати, например, и туда пробовать, да. Самое приятное то, что неожиданно как-то получается так, что некоторые люди примыкают к нам. Все спрашивают, для чего это делается там, да. То есть на самом деле, ну, скорее для души. Потому что никакой коммерческой выгоды здесь нет. Вот мы с тобой обсуждали. То есть, наверное, какая-то такая тренировка для мозгов. Это очень, ну, прикольно. И ты, ну, чувствуешь какой-то прилив, заряд, когда встречаешься на пати с людьми. Ну, очень интересное общение. Не только вот на эту тему. Вообще, кто что в жизни добился, чем занимается. Ну, достаточно интересно, да. То есть, каждый человек уникален. МЭО, вот где МЭО? Вот МЭО, смотри. Монитор, да. выход в монитор. Да. Вот так вот, понимаешь? Ну да. Так это БКшка здорового человека, БКшка курильщика. Ждите релизов от XS Team, будут еще демки, а мы еще вернемся обязательно к теме демосцены на БК, потому что сейчас мы затронули только самые верха.
Так что до встречи!